Они зарабатывают миллионы, подписывают контракты с мировыми брендами, живут в роскоши, которую вы даже не представляете, но вы никогда не увидите этого на их страницах в соцсетях. Эти актеры Турции не просто успешные, они скрывают свои состояния лучше, чем банкиры, и притворяются простыми, будто работают на обычной офисной работе. Один из них отказался от элитной виллы ради крошечной квартиры в старом районе, другой целенаправленно ездит на старой машине, хотя может купить автосалон целиком. У третьего есть личный остров, но вы никогда об этом не узнаете от него самого. Почему они скрывают свои богатства? Кто заставляет их прятать роскошь? И что случилось с актером, который прямо на съемочной площадке уничтожил собственные гонорары? В этом видео мы покажем вам тех, кто живет на пике славы, но уходит в тень, тех, чья жизнь – постоянная борьба между публичным образом и личной правдой. И самое шокирующее ждет в самом конце. Он мог бы с легкостью превратить свою жизнь в нескончаемый глянцевый сериал с частными самолетами, виллами у моря и нескромными заголовками в таблоидах. Но он выбрал другое. Кыванч Татлытук – имя, которое стало синонимом турецкой мечты. Мужчина, который поднялся с подиума в модельной индустрии до уровня международной звезды, без скандалов, без пафоса, без шума. Когда-то он был признан лучшей моделью мира, и это стало отправной точкой его невероятного пути. Но настоящее признание пришло после выхода телесериалов, в которых он не просто играл, он жил. Его экранные образы влюбляли в себя миллионы, и не только в Турции. Его знали, цитировали и обсуждали на разных континентах. А за каждым контрактом, за каждым проектом стояли суммы, которые сложно озвучить без приставки «рекордный». Но за пределами камер и съемочных площадок совсем другой человек. Кыванч не гонится за статусными знаками роскоши. В интервью он уходит от разговоров о материальных вещах, предпочитая говорить о семье, об искусстве, об искренних эмоциях. Его публикации не про золотые часы или дорогое шампанское, а про море, велосипед, закат и собаку, которая бежит по берегу. Он женат на стилисте Башак Дизер, и этот союз говорит о многом. Не шоу-бизнес ради шоу-бизнеса, а партнерство, в котором важнее быть, а не казаться. Для Кыванча это всегда было главным ориентиром в жизни, в профессии, в общении с поклонниками. Он сознательно держится в стороне от светской суеты. Без громких вечеринок, без публичных заявлений, без лишнего присутствия в медиа. Ему не нужно кричать о своих достижениях, их и так видно. Его уважают не за масштаб гонораров, а за масштаб личности. Он не строит фасад, он не продает иллюзию. Каждый его жест – это спокойствие. Каждое интервью – это честность. И именно эта внутренняя тишина, эта сила быть настоящим, делает его особенным. И когда кажется, что таких людей в индустрии больше нет, на сцену выходит другой герой. Молодой, энергичный, но такой же искренний и настоящий. Он появился в кадре как тихая сила, а ушел оттуда кумиром миллионов. Араз Булут Ийнемли – актер нового поколения, который доказал, настоящая популярность строится не на шуме, а на глубине. Свою дорогу он начал с ролей, которые еще не делали его звездой. Но однажды все изменилось. «Великолепный век» стал переломным моментом, роль Шехзаде Байзида открыла его миру, показав актера, способного быть сильным и хрупким одновременно. После этого его имя звучало все громче. «Внутри» и «Чукур» – драматические сериалы, которые сделали его настоящим героем экрана. Миллионы зрителей следили за каждой новой серией, обсуждали его героев, видели в них отражение жизни. Его популярность росла вместе с гонорарами, но вместе с этим росла и его осторожность в отношении славы. Араз никогда не превращал свою жизнь в парад богатства. В интервью он не говорит о контрактах, не упоминает цифры, предпочитает говорить о людях, которые для него важны. О семье. О близких. О тех, кто остается рядом, когда выключаются камеры. Он не любит громких вечеринок, не стремится появляться там, где все фотографируются ради статусного кадра. В социальных сетях его страницы не витрина, а дневник. Там рабочие моменты, репетиции, закулисье съемок.
Иногда простая фотография с друзьями или кадр с природы, где он выглядит как обычный парень, а не как звезда. Он не создает искусственных образов, не копирует привычные схемы, а остается самим собой. Фанаты ценят его за это. Он не смотрит на людей свысока, он всегда открыт и уважителен в общении. Он не строит стену между собой и зрителями, и именно это удерживает интерес. Ты видишь актера и видишь человека. Настоящего. И кажется, будто это редкое качество для человека, чья слава взлетела так высоко. Но у следующего героя это качество есть с самого начала, и оно стало его визитной карточкой еще задолго до того, как он стал султаном экранов. Когда он впервые появился на экране в образе Сулеймана Великолепного, зрители замерли. Этот голос, эта осанка, эта внутренняя сила. Халид Эргенч не играл, он вжился в роль, как будто родился в другой эпохе. Великолепный век сделал его иконой, лицо которой узнали даже те, кто раньше не интересовался турецким телевидением. Но вне сцены это совсем другой человек. Халид никогда не позволял славе изменить его суть. Он один из самых высокооплачиваемых актеров Турции, его гонорары за рекламу и сериалы давно сравнялись с европейскими масштабами. Но ты не увидишь его на афишах модных тусовок, не прочитаешь о его покупках в хрониках глянца. Его интересует не это. В интервью он всегда подчеркивает, самое ценное в жизни – это семья. Его союз с актрисой Бергузар Карель стал примером отношений, построенных на уважении и поддержке. Вместе они растят детей и делают это вдали от софитов. Халид не торопится делиться личным, предпочитая сохранять тишину там, где другие гонятся за вниманием. Он избегает громких событий, не стремится к постоянному присутствию в медиа. Его фотографии – это не демонстрация статуса, а отражение внутреннего спокойствия. Улыбка рядом с женой, прогулка в парке, случайный кадр со съемок. Все просто. Все по-настоящему. Коллеги отмечают, на площадке Халид – человек, с которым хочется работать. Он не делит людей на звезд и технический персонал. Он уважает каждого, кто рядом. И это уважение чувствуется даже через экран. Он не нуждается в маске. Он не боится быть собой. И именно этим он держит внимание. Потому что в мире, где многие кричат о себе, он говорит тихо, но очень уверенно. И когда ты думаешь, что сдержанность – удел зрелости, появляется другой человек, который выбрал этот путь с самого начала. Молодой, спортивный, сильный. И при этом удивительно простой. Он мог бы стать еще одной обложкой, еще одним шумным именем в мире шоу-бизнеса. Но вместо этого он выбрал лесные тропы, баскетбольную площадку и вечерние прогулки вдали от камер. Ибрагим Челиккол – человек, который не просто играет сильных и молчаливых мужчин, он сам такой. Его путь начался с модельного бизнеса, и внешность действительно сыграла свою роль. Но он не остановился на внешнем. Он пошел дальше, в кино, в драму, в роли, где важно не только лицо, но и внутренняя правда. Со временем его стали приглашать в крупные проекты, и гонорары росли вместе с популярностью. Но если вы заглянете в его социальные сети, вы не найдете там привычного набора из роскошных авто, брендовой одежды и заграничных курортов. Он живет иначе. Для Ибрагима природа не декорация, а пространство для настоящей жизни. Он часто уезжает за город, берет с собой близких и просто исчезает из поля видимости. Там, где другие ищут свет софитов, он находит свет в лесу, у костра, в глазах семьи. Он не из тех, кто говорит много. Но каждое его появление в кадре – это заявление. Его герои всегда сильные, но не агрессивные. Эмоциональные, но не истеричные. Он умеет передавать чувства без слов, а это навык, который есть не у каждого. Но главное, за этим экранным образом стоит человек, который не играет скромность, а действительно живет в ней. Он не требует внимания, не навязывает себя, не ведет себя как звезда. И, пожалуй, именно поэтому его и называют настоящим. Таких людей не просто замечают, их уважают. И именно об уважении
таланте и глубине мы поговорим в следующей части. Не забывайте подписаться на наш канал «Любовь и мечты», ваша поддержка нам очень важна. Иногда кажется, что человек просто не может уместить в себе столько ролей сразу. Актер, сценарист, режиссер, писатель – и все это бугра Гюльсой. Но даже при таком внушительном списке достижений он остается одним из самых скромных и сдержанных представителей турецкого кинематографа. Его путь – это не скачок к славе, а спокойное и вдумчивое движение от проекта к проекту, от идеи к реализации. Он не гонится за вспышками фотокамер. Он сосредоточен. Работает над сценарием молча. Снимает фильм вдумчиво. Играет роль честно. Его творчество не про эффект, а про содержание. И эта честность чувствуется во всем, от выбора ролей до тональности его интервью. Его не интересует быстрый успех. Он выбирает проекты, в которых есть идея, смысл, человеческая история. А когда не играет, пишет. Рассказывает истории в книгах и сценариях, создает героев не только на экране, но и на бумаге. Это не про карьеру ради славы. Это про искусство ради идеи. При этом Бугра не пытается казаться загадочным гением. В жизни он – человек, для которого важны простые вещи – семья, тепло, спокойствие. Его редко можно увидеть на красных дорожках или шумных мероприятиях. Он предпочитает проводить время в кругу близких, вдали от медийной суеты. Коллеги уважают его за глубокий подход к делу, фанаты – за искренность. Он не дает поводов для скандалов, не строит имидж сверхуспешного. Он просто делает свою работу, качественно и по-настоящему. И этого, как показывает практика, достаточно, чтобы остаться в сердцах зрителей. А впереди история человека, который умеет соединять сразу несколько видов искусства. И при этом, как и все наши герои, сохраняет в себе главное человеческое лицо. Он не кричит о себе. Он играет, снимает, сочиняет музыку и делает все это с каким-то удивительным внутренним спокойствием. Али Атай – один из тех людей, о которых говорят, у него все есть, но он будто бы никому ничего не доказывает. Его имя известно поклонникам кино, его голос узнают по музыкальным композициям, а режиссерские проекты регулярно получают признание не только у зрителей, но и у критиков. Но за всеми этими достижениями человек, который сохраняет дистанцию от всего фальшивого. Внешне сдержанный, без лишнего пафоса, он никогда не стремился быть частью гламурной суеты. Даже когда его фильмы становились хитами, даже когда он оказывался в центре внимания, Али всегда возвращался к своей базе, к семье, к творчеству, к настоящей жизни. Его отношения с актрисой Хазал Кая – пример союза, в котором нет места показной романтике. Вместе они создали пространство, где главные роли исполняют не камеры, а доверие и уважение. Они воспитывают детей и сознательно отказываются от того, чтобы выставлять свою жизнь на показ. На публике Али почти всегда одинаков, спокоен, внимателен, вежлив. В интервью он редко говорит о себе, предпочитая обсуждать проекты, в которые верит, или творческие поиски, которыми живет. Он не тратит энергию на борьбу за внимание, он тратит ее на создание чего-то, что останется. Коллеги признают его за честный подход, фанаты – за человеческое тепло. В нем нет холодной отстраненности, но и нет желания быть всем для всех. Его путь – это путь художника, а не знаменитости. И именно в этом его сила. Следующий герой – тоже человек, для которого на первом месте не внешнее, а внутреннее. Его называют одним из самых надежных мужчин турецкого телевидения, и не только за роли. Он начал с театральной сцены, где нет второго дубля, где все по-настоящему. И эта настоящесть он пронес через всю свою карьеру. Мурат Йылдырым – актер, который не просто стал звездой, он стал примером того, как слава и личные ценности могут идти рука об руку. Его путь к популярности не был стремительным, но именно это позволило ему выстроить фундамент, на котором держится все: уважение зрителей, доверие коллег и прочная связь с самим собой. Сериалы сделали его имя узнаваемым далеко за пределами Турции, а талант и харизма превратили в любимца миллионов. Но настоящая сила Мурата
ни в количестве поклонников и не в рейтингах. Она в его отношении к жизни. Он не поддается соблазну выставлять личное на показ, не превращает свою семью в повод для заголовков. Его брак с Имани Эльбани стал примером искренних, теплых отношений, где важны не фотографии на обложке, а моменты, которые остаются между двумя людьми. Мурат почти не делится личным в социальных сетях. Его посты – это не витрина достижений, а скорее спокойный взгляд на повседневную жизнь, работа, немного закулисья, простые моменты без пафоса. Он не использует публику как инструмент продвижения. Он живет, а не играет. В жизни, как и на экране, Мурат остается надежным и честным. В нем нет стремления нравиться всем, он просто делает свое дело хорошо. Без лишнего шума, без попыток быть ярче, чем нужно. И это качество делает его особенно близким зрителю. Он не возвышается, он остается рядом. И именно такую же близость мы чувствуем, когда на экране появляется следующий герой. Тот, чье имя связано с любовными историями, но чья личная жизнь – это история не про романтику для камеры, а про настоящую привязанность, простоту и уважение. Он покорил сердце зрителей ролями в романтических сериалах, где любовь – главная движущая сила, а взгляд героя способен изменить сюжет одной только тишиной. Барыш Ардуч – актер, который стал символом страсти на экране, но в жизни выбрал другой путь – спокойствие, сдержанность и абсолютную верность себе. Когда его имя стало громким, а лица – узнаваемым в десятках стран, он не попытался встроиться в шоу-бизнес по его стандартным правилам. Не стал героем «Желтой хроники», не пустился в гонку за лайками. Вместо этого он выбрал быть настоящим. Без фальши. Без образа. Без навязанного блеска. Даже его личная жизнь разрушила ожидания тех, кто ждал типичного романа звезды с кем-то столь же глянцевым. Барыш женился на актрисе Гюпсе Азай, женщине с сильным характером, чувством юмора и очень далекой от шаблонов, по которым живет шоу-бизнес. Это был выбор, продиктованный не ожиданиями публики, а внутренним убеждением: любовь – это про чувства, а не про кадры в Инстаграме. Барыш не хвастается своими успехами, хотя может позволить себе многое. Он один из самых высокооплачиваемых актеров Турции, у него рекламные контракты, громкие проекты. Но он не использует это как инструмент давления. Наоборот, его публичный образ – это образ человека, который умеет быть счастливым в простом. Он избегает ярких вспышек. Он не делится роскошью. Он живет так, будто все самое ценное уже внутри него. Именно эта внутренняя цельность делает его не просто актером, а примером. Примером того, что даже в мире, где все измеряется вниманием, можно остаться настоящим. Но, как показывает практика, искренность не всегда громкая. Иногда она звучит тише, но попадает глубже. И наш следующий герой именно такой. Его редко увидишь в заголовках, но если он появляется в кадре, он цепляет. С каждым разом сильнее. Это последний герой в нашем рассказе. Он не стремится быть в центре внимания, но когда появляется на экране, его невозможно не заметить. Салих Бадимджи – актер, который не строит из себя легенду, а просто работает. Работает с полной отдачей, уважением к ремеслу и невероятной эмоциональной точностью. За последние годы он стал одним из самых востребованных актеров Турции, но остался тем самым человеком, который говорит не громче всех, а точнее. Он не создает вокруг себя ореол загадочности, не подогревает интерес личными историями и не играет в недосягаемость. Все, что о нем известно, это результат его работы. Каждая новая роль – это не просто герой, это исследование характера, глубины, противоречий. Он умеет быть разным и, что важнее, умеет быть убедительным. Слава пришла к нему не мгновенно. Это был путь шаг за шагом. И, может быть, именно поэтому он так ценит стабильность и внутреннее равновесие. Его жизнь вне сцены – это территория тишины. Он не участвует в публичных конфликтах, не появляется в остросюжетных новостях. Его выбор – гармония. Салих редко говорит о себе, и, когда говорит, это всегда звучит просто. Он подчеркивает важность семьи, тишины,
времени, проведенного с близкими. Он не прячется, но и не выставляет личное на показ. В социальных сетях ни намека на пафос, съемки, работа, иногда фотографии с коллегами или любимыми. На съемочной площадке он известен как человек, который относится одинаково уважительно к каждому. Без позы, без дистанции. Для него профессия – это команда, а не сцена, где он один в центре. И это ощущение уважаемой честности чувствуют не только его коллеги, но и зрители. Салих – пример того, как можно быть востребованным, уважаемым и узнаваемым, не теряя при этом себя. Не играя в славу, а просто честно выполняя свою работу. Именно такие люди не самые шумные, но самые настоящие, и становятся теми, кто остается в памяти надолго. Потому что за их успехом не только талант. За их успехом уважение, честность и простота, которая, как оказалось, не теряет ценности даже в мире, где все чаще выигрывает блеск. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам близки искренность, талант и настоящие истории, обязательно подпишитесь на канал «Любовь и мечты». Впереди еще много вдохновляющих выпусков. Ставьте лайк, если вам понравилось, и обязательно напишите в комментариях, какой из героев стал для вас самым близким. Ваша поддержка помогает нам делать больше таких душевных и честных историй. До встречи в следующих видео.